Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская с новым разговором для подкаста «Окно в новые смыслы себя и жизни». Сегодня 17 апреля. Последнюю запись я сделала 9 апреля, где дала место моей благодарности тем людям, которые держат со мной связь. К сожалению, прослушивание этой записи было гораздо меньше, чем хотелось бы, что меня, откровенно говоря, расстроило, потому что эта тема сейчас на самом деле актуальна вместе со всеми. Просто она стоит как бы фоном, но на самом деле очень сильно влияет на наше развитие. И я хотела бы, чтобы это зерно в моем пространстве все-таки проросло так, как должно прорасти. Потому что в той записи есть действительно очень важные мысли, предназначенные для более широкой аудитории. Но имеем дело с тем, что имеем. Я двигаюсь дальше. В любом случае я сделала то, что мне нужно было сделать, и теперь я выдвигаюсь дальше. На самом деле вот эту запись, которую сейчас я озвучиваю, я ее начала делать вчера. Но тот разговор, который получился в итоге, меня просто поразил тем, что я начала делать записи в очень спокойном ресурсном состоянии. Мне действительно было вот прям нормально. Но по мере продвижения мое состояние очень сильно менялось, оно утяжелялось. В итоге несколько раз я делала паузы. У меня начала болеть голова. И по окончании я находилась в таком напряжении, что не заметить было невозможно, что называется. Более того, запись оказалась разорванной. Сначала я хотела попросить Ивана, чтобы он ее просто-напросто соединил и выгрузил на площадке, но чуйка подсказывала, здесь что-то не то. Я решила ее прослушать. И когда я ее начала слушать, меня еще больше куда-то замотало. И я думаю, нет, не-не-не, что-то не то явно, ребята. Будем выгружаться оттуда. И я решила ее оставить, в общем, до более правильного момента. И вот сейчас я уже понимаю, что произошло, уже более ясный взгляд, понимание, состояние. И я поняла, что здесь уже история совершенно другая. Потому что та подача, которая была вчера, она уже для меня просто вчерашний день. Мое состояние уже очень сильно изменилось. Мое пространство сильно изменилось. И поэтому такое погружение, подробное опять объяснение всех тех нюансов, которые я озвучивала, а темы были связаны с горлом, темы, которые касаются актуального состояния людей сейчас. Я в подробностях рассказывала последние консультации. То есть вот все это сейчас для меня уже вчерашний день. Да, конечно, я буду говорить об этом. Я уже приняла такое решение, конечно же. И это моя работа, в конце концов, естественно. Только уже будет совершенно другой фокус моего внимания, разворот именно в новый этап, который начался у меня точно. И этот Рубикон был пройден в это воскресенье на последней живой тематической встрече. Состояние очень сильно изменилось. Немного объясню. На встречу я выдвигалась
состоянии, знаете, вот как такой вот груженный ледокол. У меня было ощущение, как будто я выдвигаюсь вот в какие-то льды. И вот этот холод я ощущала вот всеми фибрами, что называется. На встрече было сделано то, что сделано. Я очень благодарна всем участникам, кто пришел. И их состояние тоже также очень сильно изменилось, как они потом сказали в итоге. Что увидела я на той встрече, что произошла полная перепрошивка. В анонсе я озвучивала, что будет создана возможность для общения со своими предками, со своими высшими наставниками. Кто хочет, пожалуйста, готовьте послания, готовьте вопросы, приходите, помогайте себе, как хотите. Вот, и первая пошла я. Я прожила свой процесс, и поэтому состояние после встречи, оно очень сильно изменилось от первоначального, очень сильно отличалось. На следующий день я уже почувствовала ресурс вообще совершенно другой. От той прежней тяжести не было и следа. И я помню, я пошла в парк утром. Мне нужно было выдвинуться вот именно туда, куда мне нужно было идти. Информация поступает постоянно. И уже подходя, уже во время движения я стала получать информацию о том, что на Земле сейчас сбиты все настройки. Все старые настройки полностью сбиты. Вот все старье, мне прямо показали, уже находится на своем месте. Вот буду говорить теми словами, которые пришли. Все старье находится прямо в какой-то глобальной урне. Все сгребли в одну кучу. И сейчас вот есть какая-то такая урна, мусорка, я не знаю, как ее назвать, где сейчас все старье уже и находится. А в целом вот сама Земля, как чистый лист бумаги вообще. Вот прям обновление полное. Полное перерождение, обновление. Все, что отжило, устарело, не соответствует, ядовитое, токсичное, все собрано в одну кучу, сгребли, короче говоря. И вот уже все вот там и находится. Вот я же говорю, все, и все встают на свои места. И когда я зашла в парк, который у нас, сколько я здесь живу, всегда был непричесанным лесом. Живая природа. Никаких дорожек, никаких фонарей, ничего. Я помню, я туда приходила, мне там всегда было очень хорошо. Единственный момент, мне все время там не хватало вот какого-то комфорта, там лавочек или еще что-то. Но я сильно не парилась, находила поваленные стволы, сидела и, в общем, нормально. Вот. А тут я захожу, информацию мне эту уже передали, я ее уже получила, уже вдохновляюсь еще больше. Захожу в парк, и меня ждал просто сюрприз, легкий шок, потому что в этом непричесанном лесу, до которого, мне кажется, уже давно ни у кого руки не доходили и не надо вроде бы, я увидела проложенные дорожки без асфальта. Кайф вообще. Проложенные дорожки, и, о чудо, стоят лавочки, стоят урны и фонари уже вкопаны. Когда это произошло, я не знаю, потому что я в этот парк хожу регулярно. И когда здесь успели вкопать такое количество фонарей, поставить столько всего прекрасного, я не знаю. И у меня было ощущение, что если раньше я выдвигалась
дальше вот сплошная мгла, ничего не понятно, ничего не видно, на ощупь. Я недавно вот разместила пост перед встречей, где написала, что я ощущение, что выдвигаюсь вообще в никуда. То здесь у меня было четкое ощущение, что вот этот, я уже вижу вот эту новую историю, и там уже проложены дорожки, уже все сделано. Только иди, дорогая. Вот я увидела так. У меня все время было ощущение раньше, что что-то произойдет, и как будто отъедет завеса, и будет что-то новое. И вот я увидела это новое так. Вроде бы все то же самое, а все по-новому, а все по-другому. И уже все сделано, и я в этом тоже вижу результаты своего труда, чему я бесконечно рада. Я дошла, я пришла. Я прошла вот эту мглу, вот эту беспросветную, которую я видела уже очень давно, ощущала в пространстве. Вот. И здесь, конечно же, для меня было сплошное наслаждение. Говорю откровенно, не скрываю. Я шла по этим дорожкам, и для меня вот просто жизнь. Такая, какая есть, живая, настоящая. У природы все в порядке. Птицы поют, солнце светит, небо голубое. Я села на одну из скамеек, и интересное тоже было ощущение, как будто вот я села на скамейку, заземлилась, посидела. Желание было такое, я прям за телом шла. Потом захотела еще дальше пройти, еще прошла до следующей скамейки. И когда села на ту скамейку, вдруг услышала недалеко звуки живой музыки. Я смотрю, не понимаю, думаю, то ли радио играет, то ли правда живая музыка играет. И на определенном расстоянии это было, но невозможно было разглядеть сквозь деревья. И потом я все-таки так примерно разглядела, что там, похоже, стоял мужчина, это я примерно так поняла. И то ли он настраивал свой инструмент, то ли он разучивал какую-то музыку, я не знаю. Я даже не смогла сначала определить, что это за инструмент. То есть такие звуки были какая-то, как будто вот что-то настраивается. Я посидела, послушала, кайфанула. Думаю, даже пусть вот просто звуки вообще хорошо. Птицы поют, вот, ну кайф, вот просто кайф. Особенно, когда ты от души поработаешь, уже точно знаешь, вот внутри есть полное согласие, что вот сделала от души, вот прямо нака вообще, вот просто. Называется «Живи и радуйся». Все понимаешь, все осознаешь, как говорится, с тобой все в порядке. Вот вообще никаких вопросов нет лично к себе. И поэтому здесь, конечно, вот у меня было такое какое-то блаженство, которое даже не хотелось нарушать. Вот все как-то было нормально. Даже вот эти вот какие-то звуки вроде бы непонятные. Ну, вот вообще хорошо. У меня наоборот было такое ощущение, как будто вот все правильно. И потом оно так и оказалось. Сейчас расскажу. Я посидела и потом все-таки пошла в другую сторону. Вот. Захотелось потом вообще уйти с этой дорожки. Я позанималась, упражнения сделала, какие захотела прям. Я в свое время много занималась легкой атлетикой в школе. 3 раза в неделю ходила на стадион, и нас там в основном гоняли на улице. Галина Александровна, пусть ее душа пребывает там, где свет и тепло, великий тренер всех времен и народов, я ее считаю такой. Она нас тренировала только на улице. Для нас зайти в помещение это было вот просто редкость, где-то, наверное, даже счастье. А в основном все тренировки были на улице. И вот во мне вот этот, как бы это сказать-то, это богатство проросло просто.
У меня на автомате уже тело просит движения. Сколько я занималась, несколько лет. Вот. Вне зависимости от времени года. Лето, осень, зима, весна, все на улице. Все на улице, только плюс там какая-нибудь кофточка зимой потеплее, а так все вот и дополнительные штаны. Кстати, было абсолютно простое обычное трико. Никто что-то не мерз, никто не простывал. Все бегали как сумасшедшие, и вообще было счастье, полные штаны. После тренировки, конечно. До тренировки такого счастья точно не было. Вот. Гоняла по полной программе. Вне зависимости от погоды. Она нас заводила в кишку. У нас такая под стадионом была кишка. Мы там бегали как их, барьеры. Вот. Только когда был очень сильный ливень. А так постоянно на природе, постоянно в обнимку со всей жизнью, как я бы сейчас сказала. Красота вообще. Вот сейчас я понимаю, что это было просто блаженство. Я и так благодарна за это. Вот. И попробуй пропустить. Если пропускали, значит, по уважительной причине, понятно, ладно, но если ты пропускал без уважительной причины, у тебя еще после тренировки несколько кругов по стадиону, это 400 метров один круг. В общем, никто не хотел этого делать, и никто от нее не уходил. Занимались, как говорится, от мала до велика, абсолютно разные возрасты. Вот. И, в общем, конечно, это было здорово, сейчас я понимаю. Поэтому в моем теле комплекс упражнений записан уже на уровне ДНК, как вы понимаете, поэтому я так и объясняю. И вот я зашла вот подальше в лес, и я как, в общем, тут и упражнения сделала, все вот как хотела, и попрыгала, и, в общем, подышала. В общем, красота, полная красота. И уже в таком тоже кайфушном состоянии иду обратно. Присела на ту же самую скамейку, где я услышала вот эти непонятные звуки. И самое интересное, что до этого я звуков вообще не слышала. Вот как будто вот в каком-то своем мире я находилась. И вы представляете мое удивление, когда я села на эту скамейку, и я уже даже забыла о том, что там были какие-то, кроме меня, еще кто-то тут был в лесу. И тут снова такие звуки сначала были. Я думаю, батюшки, оказывается, музыкант еще здесь. Я, ну ладно. И вдруг полилась мелодия. Боже, да еще мои вот эти вот любимые мелодии, которые тоже вписаны буквально в меня. Зазвучала музыка из бременских музыкантов, я ее обожаю. «Луч солнца золотого». Мы ее с Леей часто поем тоже, ну, когда вот настроение такое. И вы представляете, вот эта красота как полилась, и это оказался саксофон, я его сразу узнала. Божечки ты мои, я вообще, вот, ну что тут сказать, друзья, вот что тут можно сказать в жизни, только огромная благодарность за это какое-то невероятное счастье. Просто так. Внутри песня звучит, вот просто песня, и снаружи песня такая вот какого-то невероятного счастья, радости, бесконечного наслаждения вот всем. В теле вот просто вот каждую клеточку чувствуешь вот это блаженство какое-то. И снаружи вот эта красота просто льется. И птицы поют, и саксофон звучит, да еще любимые мелодии звучат. Их несколько было. Они просто как из рога изобилия начали звучать. Я просто откинулась на этой лавочке. Там у нее, слава богу, спинка была. Но я бы и легла на нее, если бы спинки не было. И я просто лежала и кайфовала, вот смотрела в небо, дышала этим небом, слушала птиц, саксофон. Я слышала, что люди проходили мимо. Ну, мне уже, если честно, знаете, вот, ну, идут и идут ради Бога. Мне вот здесь вот хорошо. И вот так я наслаждалась таким подарком, таким концертом.
Я даже не знаю, понятно сколько. Я пришла вчера без телефона, без часов, вот просто вышла и пошла. Вот. И поэтому вот для меня и когда вот уже почувствовала, что вот прям чувствую, все достаточно, вот прям достаточно. Поблагодарила от души этого прекрасного музыканта, увидела, что здесь, смотрю, ходят рабочие, собирают мусор по лесу. Я так удивилась этому, туда вообще никто никогда не заходил. Тоже все на своих местах, все работают. Я еще когда заходила в лес, думаю, елки-палки, что ж я с собой пакет-то не взяла? Я обычно, когда в парк хожу, я всегда беру мусорный пакет и собираю мусор, вот, и потом на выходе выбрасываю из парка. Ну, как бы, знаете, такой, мне кажется, чисто человеческий нормальный жест помощи природе за ее бесконечную, я даже не знаю, за то бесконечное блаженство, которое она лично мне дарит. Мне кажется, это абсолютно правильно, нормально. А тут забыла. Вот. И поворачиваюсь, смотрю, рабочие ходят. Думаю, ой, боже ж ты мой, уже вот как-то все само делается, правда. И я очень порадовалась. Хотя с мусорными пакетами все-таки я в парк ходить не перестану, скорее всего. Вот. Но, кстати, я обратила внимание, в парке-то чисто. Конечно, не так идеально, но чисто. Думаю, все-таки в следующий раз надо с собой пакет брать. Вот. И рабочие ходят, в мусорные мешки собирают мусор. И когда я пошла уже из парка, у меня было четкое ощущение, что вот таким образом я зашла уже действительно в новый этап. Вот эти вот первые звуки саксофона мне показали, что как будто меня сонастраивали, я сонастраивалась уже с новым этапом. И потом я вот позанималась, пошла за своим телом, подарила ему все, что ему нужно было, кайфанула, и все произошло. И все льется именно так, как мне вкусно, все льется так, как мне классно. Я ушла из парка просто в невероятном каком-то блаженстве, и просто вот это состояние со мной продолжается до сих пор. И сегодня я снова сходила в парк, снова погуляла, позанималась. И, в общем, состояние, конечно же, совершенно другое, нежели было вчера, когда я начала запись. Вот. Я почему и оставила ее, потому что мне как-то, знаете, вот как какофония какая-то. Вчерашнее состояние меня прям где-то напугало. Думаю, батюшки, что со мной опять? Куда меня опять понесло? А все со мной оказывается в порядке. Я оставила запись до утра, и слава богу, я это сделала. Я сегодня снова вот все дела сделала дома, сходила в парк, позанималась, погуляла. То есть то, что вот тело попросило. До силовых нагрузок у меня пока вот вообще никак не идет. Будет попозже, в свое правильное время. Вот. И у меня все нормально. Вот то состояние, оно со мной. Я сегодня пришла в парк, также вот, я говорю, без телефона, без часов. Сидела, наслаждалась. Птицы поют, прекрасная погода. Вот. Смотрю, вьют гнезда, птицы уже так здорово. Дятел прилетел, белка тут. В этом парке никогда не было белок, тут белки появились. То есть движуха прям пошла. Пошла прям настоящая движуха, что меня очень сильно радует. И почему я так очень подробно рассказываю все эти свои мимишные ощущения от жизни? Потому что, когда я выходила сегодня из парка, у меня, конечно же, все равно фоном стоит вопрос. А как сейчас вообще вот с этой реальностью быть? Вот с этой вот, в которой нет такого состояния, в котором я нахожусь? А ответы стали поступать сразу. Как только я вышла из парка, мне захотелось сразу, я почувствовала холод, вот реальный холод. И пазлы стали складываться.
Мне захотелось сразу застегнуться, мне захотелось сразу прямо закрыться, прямо так вот запечататься. И все для меня стало понятно. То есть мое состояние — это мое состояние. У меня, слава богу, все в порядке. Я в унисон с жизнью, жизнь во мне. Вопросов вообще нет. А вот во внешнем пространстве, в той реальности, которая на сегодняшний день является, которая создана большинством людей, вот в этой реальности большой СОС. В этой реальности я вижу проявление той вечной мерзлоты, о которой я говорю уже не один год. Все заморожено, все запечатано, все очень грустно. И когда я села делать эту запись, мне пришла информация, чтобы я просмотрела предыдущие записи о динамике, которую я увидела в 2021 году. Я открыла свои записи, и я сейчас прямо прочитаю тот небольшой пост. Мне прямо информация идет, чтобы я обязательно прочитала этот пост. Ну а потом я посмотрю, возможно, я и закончу уже запись, а может быть продолжу, не знаю, посмотрю. Но я должна это сделать, чтобы было понятно, чтобы было логическое завершение этой записи. Сейчас, подождите, пожалуйста, я одновременно буду запись открывать, свои заметки, чтобы уже прочитать. Я думала просто словами, нет, прямо надо прочитать, потому что здесь все очень понятно написано. Эту заметку я сделала 13 июля 2021 года. Сам текст. Будучи на Тургаяке, я ясно увидела два огромных судна — Ноев ковчег и Титаник. Два судна, два разных мира. На ковчеге тишина, спокойствие, понимание происходящего. Здесь все просто заняты своим делом для человека. Никто никуда особо не торопится. И еще здесь ощущается ровное тепло. И незримо присутствует ожидание, предвкушение с широко открытыми глазами за пределы судна. На «Титанике» другая история. Громко играет музыка, очень громко. Суета, беготня, а также вспышки камер, гулкий и стойкий звон корон и статусов. Любой шаг с единственной целью — через человека, забытье. А внутри каждого ощущается какое-то истерическое состояние и жуткий страх. Здесь очень много включенных светильников, зажженных каминов и плит на кухне, но все равно очень и очень холодно. Какое-то ледяное царство. Здесь никто и никуда не смотрит, потому что глаза холодные и застывшие. Все только бегают и суетятся без остановки. За перилы судна выглядывать никто не стремится, и все заняты только бегом ради бега. Кто-то на главной палубе пиршеством, которое напоминает пир во время чумы. Ощущение, что все хотят забыться и не видеть. Ничего. А я вижу всю панораму. И у меня только одно ощущение. За всем постоянно присутствующим шумом на нашей планете началась большая пауза жизни. Время развязывания узлов и широко открытых глаз. И окончательно начнут падать шоры, и обнажится суть. И каждый увидит себя в том, что он увидел. Кто-то будет смотреть, видеть все большими буквами. И выдерживать, все-таки меняя курс. Ну а кто-то только на мгновение, но тоже увидит обязательно. По скрипту. Делюсь со всей ответственностью. Время пришло. Стоят даты 22 июня
24 июня 2021 года. То есть, видимо, основной текст был рожден именно в это время. А 13 июля, видимо, какая-то редакция была. У меня так в телефоне происходит. Вот. И вот, когда я выходила из парка, у меня было четкое ощущение, что я на Ноевом ковчеге. А вот эта реальность, созданная большинством людей сейчас на планете, это Титаник. Самый настоящий Титаник. Поэтому и так холодно было вот перед встречей. И сейчас у нас тоже в Челябинске вот эти 2 дня было очень холодно прям. И вчерашняя моя запись была сделана из состояния той розы, которая там находится и пытается еще, как говорится, кого-то найти. Фильм все смотрели, я надеюсь. А мое место уже не там. Мое место не среди пассажиров Титаника. Мое место уже на своем месте, на Ноевом ковчеге, который я создавала всю свою жизнь и продолжаю создавать сейчас. И у меня-то вопросов нет, там я или нет. В моей реальности вьются гнезда парами. В моей реальности звучит саксофон, как огромный дар жизни. В моей реальности все на своих местах. И вот, пожалуйста, вам 2 мира, 2 состояния, 2 совершенно разных мира. Весь вопрос только в том, кто где хочет находиться. Я выбрала свое место и очень рада этому. И продолжаю. Поэтому я очень рада, что я это все увидела. Поэтому, конечно, прежнюю вчерашнюю запись я размещать не буду. Вот. Конечно, темы, они остаются, которые актуальны. Но здесь, наверное, уже время подскажет, каким образом здесь передавать информацию, каким образом освещать все это, потому что мне надо время. Вот здесь мне точно надо время. Так, друзья, давайте сделаем так. Вот сейчас уже полчаса я записываю. Мне кажется, достаточно. Тем более у меня уже скоро онлайн-консультация, поэтому я буду закругляться. Вот. Еще один важный момент, и все уже, короче. Я уже озвучила, не помню, в начале или где-то, что я сейчас буду ориентироваться только на тех людей, кто со мной держит связь. Вот это я обязательно сейчас хочу сказать. Это очень важный момент. Это вот то, что я уже точно вижу, тоже я могу озвучить. Вот, поэтому все остальные, как мне сказали на встрече, я еще раз говорю, я там прошла свою перепрошивку, общалась, соединялась со своими наставниками на всех уровнях. И мне там сказали, что все, кто, теперь я уже понимаю, кто на Титанике, те находятся за пределами моего пространства. И когда встал вопрос, а как сейчас вот быть, вот, их системам свыше озвучено, то есть предкам этих людей, высшим наставникам этих людей передана информация, чтобы они стучались к своим потомкам сами, как хотят. Все. Все. Вот. Я делать это, как делала раньше, больше не буду. Я ориентирована только вот на себя, на поддержание в ресурсе своего состояния, вот, и ориентирована только на людей, которые держат со мной связь. Потому что все уже действительно пришло
время полной реализации закона полной ответственности, закона баланса. И я рада, что я здесь. Вот. Ну, я надеюсь, понятно передала мысль, суть. Если у кого есть вопросы, пожалуйста, я на связи, открыта. Вот. И что дальше? Ну, а там дальше уже посмотрим. Пока вот то, что вот сейчас я могу передать, озвучить, я передала. Стучатся, конечно же, кое-какие моменты из того, что еще не озвучено, так скажем, из прошлого. Вот. Но в любом случае, как только что-то родится, я, конечно же, приду, передам, озвучу. Все как обычно. Я на своем месте. Желаю вам свежего воздуха, нового вдоха. В общем, всего, что вас порадует и наполнит именно радостью. Всех благ. До свидания.